Россия покупает валюту у Руанды. В частности, оппозиционным СМИ стало известно, что РФ в январе закупила у Министерства обороны Руанды около 29 миллионов наличных долларов. Общий вес банкнот по $100 составил почти 300 килограммов. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Ситуация на Восточном фронте в Украине критическая и продолжает ухудшаться. Насколько хватит наступательных способностей у армии РФ? То, что они подготовили, заканчивается. Раскол в НАТО. Польша заявила, что обязана сбивать российские ракеты, но Альянс против. Ну а Турция и совсем подала заявку в БРИКС. Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС и действительно так. Премьер Нидерландов посетил первый урок в бомбоубежище Запорожья, а для Лукашенко выдумали новые специальности. Гуманитаристики и языковых коммуникаций. Вот это матерное слово. Доброе утро, дорогие зрители! Не проходите мимо! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Ситуация на Восточном фронте в Украине критическая и продолжает ухудшаться, пишет военный эксперт Бильд Юлиан Рёбке. По его оценке, РФ удается продвигаться быстрее, чем летом 2022 года. Он отметил, что помимо Донецкой области впервые за почти 2 года оккупанты снова наступают в Луганской области и на востоке Харьковской. Опасная ситуация также сложилась и в Покровске и Угледаре Донецкой области. Впрочем, как говорят другие военные аналитики, наступательных способностей у РФ хватит максимум до начала октября. То, что они готовили они почти полгода эту наступательную операцию, имеется в виду весенне-летнюю кампанию, но оно заканчивается. Это не значит, что заканчиваются силы, заканчиваются люди, точнее, заканчивается техника. Просто для того, чтобы наступать, нужно провести подготовительные работы. Это не просто собрать определенное количество живой силы и техники, это очень много логистических вопросов, организационных вопросов, тактических вопросов нужно решать. И вот собирается такая группировка, и она проводит наступательные действия, пока не исчерпает тот резерв, к которому она готовилась. Но полгода они к чему-то же готовились, они же не просто сидели и морально себя настраивали. Давайте будем или давайте не будем. Поэтому понимаю, что то, что они подготовили, заканчивается, но пока еще есть, они будут пытаться продвинуться до Покровска, до Мирнограда, может быть, на трассу Покровск-Константиновка. Насколько им хватит сил, не жалея, естественно, своих солдат. Путин назвал операцию ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление российской армии на востоке Украины. Заявил, что разберется с бандитами на Курщине. По словам диктатора, российская армия захватывает территории уже целыми квадратными километрами. Темпы такие, что скоро и до Киева останется 2-3 дня. Он также заявил, что Россия якобы не отказывалась от мирных переговоров. И этот комментарий серьезно отличается от первой реакции Путина на вторжение Украины в Курскую область. Телеграм Нехта рассказывал, что 12 августа на совещании с членами Совбеза Путин исключил возможность переговоров с Украиной. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. И возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам. Американский институт изучения войны в минувшую субботу сообщал, что несколько подразделений российской армии, вероятно, были переведены в Курскую область с Покровского направления. Аналитики при этом не исключают, что это могут быть резервные подразделения. Очередной генерал задержан за взятку в России. Следственный комитет сообщил о задержании генерал-майора Валерия Муминджанова, который занимает должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. Муминджанов приторговывал обмундированием и получил откат в 20 миллионов рублей.
При проведении следственных действий установлено, что в собственности Мумиджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется. Аресты высокопоставленных военных в России продолжаются с апреля. В частности, в СИЗО сейчас находятся бывшие замминистра обороны Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов. Всего же за это время арестованы 12 человек из верхушки Минобороны и связанных с Министерством структур, что говорит о небывалых масштабах коррупции в Минобороны РФ. При этом Шойгу, конечно, ничего не знал и отдыхает на почетной пенсионной должности секретаря Совбеза. Как, собственно, и Путин, может быть, был не в курсе. Можете ли вы в такое поверить? Напишите в комментариях. Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе говорят, грубо кинули, надули. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Варшава обязана сбивать российские ракеты. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times. По мнению министра, так должны поступать и другие соседи Украины еще до того, как ракеты войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства. Это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной сбить их. Потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен. НАТО же, в свою очередь, признала, что союзники могут сбивать российские ракеты. Однако предупреждает, что в таком случае это будет иметь последствия для всего Альянса, заявил испанскому изданию Европа Пресс один из чиновников НАТО. НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации в войне с Россией. НАТО не является стороной конфликта и не станет его частью. Действия каждого члена Альянса могут повлиять на него в целом. Поэтому союзникам необходимо продолжать консультации. Ну а тем временем еще один член Альянса пошел на демарш. Турция разочарована отсутствием прогресса по вступлению в ЕС и подала заявку на вход в пророссийскую организацию БРИКС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В администрации Эрдогана якобы считают, что эта заявка отражает стремление страны развивать отношения со всеми сторонами многополярного мира, оставаясь одним из ключевых членов НАТО. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. Обсуждение расширения объединения может произойти на саммите в Казани 22-24 октября. Песков интерес турецких коллег подтвердил. Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС действительно. То есть подала заявку на вступление в БРИКС? Они заявляли об этом давным-давно. Самолет Путина приземлился в Монголии. Весь мир замер в ожидании, арестуют или не арестуют военного преступника, которого ждут в Гааге. Перед визитом Путин дал большое интервью монгольским журналистам. Помимо стандартного бреда про коллективный Запад и украинских нацистов, он пообещал Монголии дешевые нефтепродукты. Невиданная щедрость, пока в самой России цены на бензин второй год подряд бьют рекорды. Евросоюз тем временем выразил Монголии свою обеспокоенность в связи с визитом Путина. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует ордер на арест Владимира Путина. Монголия является участником Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года с вытекающими юридическими обстоятельствами. Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии.
Ну а тем временем в Украину с необъявленным визитом прибыл нидерландский премьер-министр Дик Схофф. Он объявил о новом пакете поддержки Киева на более чем 200 миллионов евро. Заверил, Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку его страны. Вместе с президентом Зеленским они посетили первый урок в одной из школ Запорожья, который для детей провели в бомбоубежище, как, собственно, и для других школьников в этот день во многих других городах Украины. Из-за российских атак уроки прошли в укрытиях. Нидерланды предоставляют существенный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро. Эта дополнительная поддержка направлена на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которую Россия пытается разрушить своими преступными атаками. Чтобы украинцы не остались одни в беде, пакет включает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, покупку новых газовых турбин и необходимых материалов. Он также включает дополнительное финансирование гуманитарной помощи, психического здоровья и психологической поддержки, а также разминирования. Тем временем Лукашенко в начале школьного года также старается не отставать от трендов. Белорусский диктатор приехал в Витебск якобы откровенно поговорить со студентами местного университета. Следом за планами построить собственный белорусский Хогвартс, то есть Гарвард, лукашистские лизоблюды по заданию своего батьки кинулись и новые специальности выдумывать. В частности, изобрели IT-медицину и гуманитаристику. Если знаете, где трудоустроятся те специалисты, которых они выпустят, объясните мне в комментариях. Гуманитаристики и языковых коммуникаций. Вот это матерное слово. Это. Как это вот понимать? Ну, вот это? Придумали филологи. Придумали филологи, это матерное такое вот слово. Владимир Борисович, что это такое? Это те, кто при помощи языковых навыков гуманитарии выстраивают коммуникации. Я так понимаю. Переговорщик. Там мы готовим переводчиков, экономистов, сдвоенная специальность. Там мы готовим 7 языков, даже китайский язык. Мы преподаем отдельной специальностью, потому что есть большой спрос на этом факультете. То, что вы говорили, локтями толкаться, учиться на рынках, выстраивать. Это как раз гуманитаристика. На этом у меня вся информация. Спасибо вам за поддержку нашей команды. Постоянных донаторов вы видите на экране, поэтому становитесь спонсорами. Нажимайте на кнопку «Супер спасибо» под видео. Все виды поддержки в ссылке в описании под роликом. Также призываю вас пользоваться VPN. Российской власти очень неприятно альтернативное мнение, поэтому они блокируют YouTube. Как можно воспользоваться любым видом VPN, читайте по ссылке в описании. На этом все. До новых встреч!